Знаете, в чем проблема современного мира? Мы все забыли, что в каждом мудаке, который нас бесит, в каждом хаме, который нас когда-то оскорбил, в каждом предателе есть что-то живое, есть что-то настоящее, что-то, что когда-то было ребенком, который хотел любви, который мечтал, который тоже во что-то верил. А потом жизнь его начала ломать. Самоутверждение среди сверстников, кто сильнее, кто умнее, предательство, конфликты, обиды, недоверие, события и обстоятельства, которые начинают жрать твой внутренний свет. А потом ты сам выбираешь не ту дорогу. Но твоя внутренняя суть того маленького ребенка остается та же. Я не говорю, что в жизни нужно подставлять вторую щеку. Если надо, я точно ударю кому-нибудь по носу. Я научился, кстати, этому с детства. Бей первым. Не терпи унижения. Но я никогда не ударю просто так. Просто потому, что у меня, например, настроение хреновое. И я никогда не буду мстить из-за того, что у меня какие-то там на кого-то обиды. Или пустота внутри. Жестокость. Жестокость – это всегда, когда внутри тебя пусто. А месть – это когда ты не можешь простить самому себе свою же собственную слабость. Если проверить самого себя, когда бесишься на кого-нибудь, и задать себе вопрос – а чего я, собственно говоря, бешусь на самом деле? Что я вижу внутри этого человека? Потому что ведь на самом деле я бешусь, потому что вижу в нем то же самое, что есть внутри меня. В 90% случаев я отвечу «да». Мы чем-то похожи. В жизни на самом деле очень легко стать сволочью. Не очень сложно, а очень легко. С самого раннего детства мы очень легко учимся всегда чему-то плохому, а вот хорошее мы чаще всего даже не запоминаем или не замечаем, потому что воспринимаем все это как должное. Один раз оправдал какую-то мелкую подлость или кражу, второй раз нашел причину не помочь своему другу или близким людям. Третий раз позавидовал или порадовался чужой беде. И все. Приплыли. И ты уже не замечаешь, как скатываешься в пустоту, во тьму. Ты не замечаешь, кем ты становишься. Ум каждого человека – это как великий адвокат, который всегда найдет причину. Они сами во всем виноваты. Все так делают, ну а я что? Не такой, как все. Мне все должны. И привет. Я не такой, как все, мне все можно. Кто сильнее, тот и прав. И ты начинаешь верить в свое собственное величие. И, как следствие, в безнаказанность. А на самом деле самый великий и сильный в этом мире – это Бог. Я с детства, кстати, бил по деревьям, по 5 часов в день, руками, ногами. И думал, что сила в мышцах. Потом думал, что сила в какой-то секретной технике. А потом думал, что сила – это в умении убивать. А оказалось, что сила – это просто способность любить, созидать и делать что-то полезное. Не для себя, а для других. Потому что ничто не приносит больше радости в жизни, чем улыбающиеся лица окружающих тебя людей. Когда твоя душа радуется. Доброта
Доброта – это никакая не слабость. Доброта – это и есть настоящая сила. Потому что доброго человека, который всегда смеется, улыбается, нельзя сломать. Его невозможно к чему-либо принудить или заставить. Его можно только убить. Но не заставить быть тем, кем он не хочет быть. Его нельзя заставить пойти против самого себя, против своей собственной совести, потому что в его жизни нет ничего серьезного. Самый частый вопрос, который я слышу в своей жизни, это где брать силы, когда в жизни все плохо? Когда в жизни все летит в тартарары? А ответ всегда на поверхности. Очень простой. Силы никогда не берутся из ниоткуда. Силы берутся изнутри тебя самого. И у каждого есть что-то в жизни, ради чего он встает по утрам. То, что заставляет сердце биться чаще. То, ради чего готов каждый терпеть боль, унижение, неудачи, подниматься после того, как упал. У меня лично это любовь. Глаза цвета морской волны, как океан, в котором можно утонуть. Улыбка на розовых губах и родинки на шее и плечах. А у других или у тебя, мой друг, это может быть все, что угодно. Это могут быть дети, может быть любимое дело, мечта. Может быть просто желание доказать всем, что ты какой-то не такой, что ты особенный. Несложно найти внутри себя этот огонь, свой внутренний свет, и раздувать его каждый день. Улыбаться, даже если зубы скрипят, даже если слезы текут по щекам. Потому что улыбка даже в аду делает твою жизнь веселее. Что бы ни происходило в жизни, все пройдет. И это никакая не банальность, а это закон. В жизни может случиться все, что угодно. Война, нищета, потеря близких людей. И ты такой думаешь, все, это конец. А потом просыпаешься, а солнце за окном по-прежнему светит, птички поют, травка зеленая, а жизнь продолжается. Потому что жизнь никогда не заканчивается. Потому что жизнь никогда не останавливается. Останавливаемся только мы, причем только в своей собственной голове. Так что, дорогой мой друг, когда в твоей жизни какой-то шторм, всегда помни, любой шторм всегда заканчивается. Всегда. Даже если кажется, что это все. Конец. На самом деле, когда ты думаешь, что это все проходит. И ты оглядываешься назад и понимаешь, а ведь это был просто жизненный урок. Просто опыт. Жестокий, но урок. Не более. На самом деле, судьба каждого человека в его собственных руках. Никто не сделает в жизни тебя счастливым. Ни президент, ни начальник, ни муж, ни жена, ни дети, ни деньги, ни слава, ни власть, ни успех. Счастливым становится каждый сам. И это выбор. Выбор перед лицом каждого. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день. Можно иметь миллион и выть от пустоты внутри тебя. А можно не иметь ничего, абсолютно ничего, и сиять так, что люди греются рядом. Можно ныть каждый день, можно сидеть и чего-то там ждать,
Когда все там что-нибудь как-нибудь да наладится, можно обвинять других в своих неудачах, а можно взять свою жизнь за шкирку, посмотреть ей в глаза и сказать: «Так, стоп, с сегодняшнего дня я сам решаю, как мне жить. С сегодняшнего дня я сам решаю, кем мне быть». И улыбнуться. Потому что это и есть настоящая сила. Твоя собственная сила. Твоя собственная власть. И твоя судьба. Не будь жестоким. Проживи свой век без зависти и мести. Запомни, каждый человек от Бога был рожден. Поддаться тьме и искушению ума нет в этом праведности, чести. О человеке говорят его дела. Живи как Бог. Будь полон доброты, любви, будь милосердным, ведь человеку не чуждо сострадание. Найди внутри себя огонь и жизни улыбайся. И даже если труден путь, всегда сияй. Чтоб ни случилось в жизни, все пройдет, и жизнь не остановится. Судьба твоя в твоих руках. Запомни, каждый человек счастливым сам становится. Все в этой жизни остальное просто прах.